Всем привет! С вами снова IG Daily. Всем привет! И мы продолжаем тему эмиграции. И сегодня мы хотим обсудить очень важный пункт, с которым сталкиваются многие, кто только переехал либо в Германию, либо в другую страну. А именно сравнение себя с местными. В данном случае сравнение себя с немцами. И это главная ошибка эмигранта. Разберем сегодня эту тему подробнее. Знаешь, у меня есть такое чувство, или точнее было на протяжении многих лет, что мы постоянно их догоняем, будто. Это правда, да, потому что они начинают свою жизнь условно с 20 уровня, а мы начинаем в Германии просто с нуля. Приехав с 2 чемоданами, да, стартуем просто с нуля и пытаемся их догнать. Это правда? Да, и чтобы дойти до того уровня, на котором живут просто среднестатистические немцы, нам приходится прилагать намного больше усилий. То есть, если представить условный эскалатор, да, который идет наверх, вот они поднимаются спокойно, да, стоя, ничего не делая, они просто поднимаются наверх. А нам, чтобы дойти до их уровня, нам по эскалатору нужно бежать просто еще, чтобы дойти до такого же обычного, нормального для них уровня, скажем так. Это правда, да. И когда человек приезжает, нужно определенное время, пока вы дойдете до базового уровня, до среднестатистического, скажем так. Это проходит 3-4 года, тогда вы будете уже на уровне, скажем так, средних европейцев. Если вы хотите, конечно, быть выше, то нужно прикладывать еще в 2 раза больше усилий. Но я бы хотела здесь немного объяснить причину, почему это так, да, происходит. На самом деле это все вполне логично и объяснимо. Мы все люди, мы все как животные, можно сказать, и уже издревле считалось так, что ты должен быть такой же, как и в стае, да, чтобы жить всем вместе, чтобы тебя не изгнали, потому что это элементарно означало твою безопасность и что ты выживешь. Также и здесь, когда ты переезжаешь в новую среду, ты пытаешься подстроиться под местных, чтобы они приняли тебя за своих, чтобы выжить здесь, чтобы тебя не изгнали, в переносном смысле из этой стаи. И это просто у нас на бессознательном уровне происходит, и с этим, сначала ничего не сделаешь, это просто так. И мы действительно, многие стараются избавиться от акцента, например, когда изучают новый язык, хотя это очень сложно, когда ты переезжаешь уже в осознанном возрасте, не в школьные годы, а уже после 20 лет. И чтобы избавиться от акцента, нужно прям усиленно над этим и целенаправленно работать, например. Вот. Да, брать коучи. На самом деле, да, сложно соревноваться с немцами, потому что, или с европейцами, скажем так, потому что они имеют минимум 12-13 лет обучения уже в системе. Они имеют сеть контактов и уже немецкое образование, к примеру, или европейское, и, соответственно, язык, который очень хороший, то есть они общаются на нем свободно. Или взять, например, меня возьмем в данном случае. Я переехала в 23 года. Да, у меня было уже высшее образование, которое я получила в Украине, но я получила в Германии второе высшее образование. Здесь я закончила университет в 30 лет. И только в 30 лет я начала здесь работать. У меня был, конечно, опыт в Украине, но он не настолько релевантный здесь был для местного рынка труда. Поэтому считайте, что я начала здесь свою карьеру, скажем так, в 30 лет, тогда как многие европейцы закончили точно так же университеты в 23 года, то есть я отстаю от них буквально на 10 лет. Они уже начинали в 23 года работать, набирать какой-то опыт и так далее. Я начала работать здесь только в 30, в 31 даже год. Вот. Есть такой, конечно, пункт. Но что бы я еще хотела сказать? Наверное, многие думают, да, нужно становиться как они, нужно носить такую одежду, как они, вот мы чем-то будто хуже иностранцы, да, и стараются становиться такими, как немцы, французы, итальянцы, неважно, где вы живете, да, в зависимости от этого. Но я бы хотела сказать, что этого делать не нужно. Нужно считать это не своим недостатком, а скорее своим достоинством. Да, мы другие, и это нужно принять. И скорее всего, вы здесь никогда не будете своими. Это неплохо,
вы просто другие. Сейчас, опять же, взять пример, например, у меня есть уже немецкое гражданство, но сейчас я начала работу в Швейцарии. И что произошло? Я для них снова иностранка, я из Германии, я для них немка. Я же не буду теперь снова перестраиваться и стараться стать швейцаркой, например. Я этого и не хочу на самом деле. Вот, вернемся к тому, как это сделать своим достоинством, да? Конечно, это очень большая работа со своим мозгом в первую очередь, но нужно объяснить эти факты самому себе просто. В чем наше преимущество? У нас очень много преимуществ перед теми же другими европейцами, немцами. В том случае, когда для них это обычная нормальная жизнь, как Ваня уже сказал, нам приходится прилагать намного больше усилий, чтобы достичь обычного такого же уровня жизни, который у них просто обеспечены их поколениями, например, их семьей и так далее. Но и в этом наше преимущество, что мы умеем, мы прошли гигантский путь, мы умеем, когда нужно, стиснуть зубы и доделать дело до конца, достичь своей цели. И это значит, что мы можем также работать дальше, можем также дальше расти и достичь значительно больших результатов, например, чем они. Мы можем работать в абсолютно разных условиях, мы умеем ставить цели, мы умеем их достигать, и в этом, несомненно, плюс. Тогда как многие европейцы и немцы, в частности, которые всю жизнь жили в комфортных очень условиях, конечно, у них нет этого, чаще всего нет этого стремления, потому что у них не было необходимости в этом, вот, все. Да. Поэтому считайте это своим преимуществом. И даже если взять в этом плане статистику, например, да, многие знают, что самые богатые люди мира, и в том числе в Швейцарии, миллиардеры, например, конечно, больше половины из них это богатство унаследовали. В этом нет секрета, да? Когда у тебя родители владельцы уже каких-нибудь нефтяных шахт или тому подобное, то тебе, конечно, жить намного проще дальше. Но вторая большая группа людей, очень состоятельных, все-таки свое благосостояние, богатство, деньги, скажем так, заработали сами. И что интересно, из этой группы людей большинство из них это не выходцы из обычных, простых, ну, я имею в виду среднего уровня семей. Это все-таки были люди, которые жили в очень бедных и скромных условиях, у которых было 9 братьев и сестер, которые делили какую-нибудь маленькую квартиру на всю огромную семью. Это доказывает лишь тот факт, что вот это стремление, когда ты родился в бедной семье, рос в дефиците, допустим, каком, у нас настолько сильное стремление вырасти, уйти от этого всего, что мы прилагаем гигантские усилия и, соответственно, получаем большие результаты. Тяжелые времена рождают сильных людей, а легкие времена рождают слабых людей. И в зависимости от того, когда вы, конечно, росли, если как мы, дети 90-х, в очень тяжелое время 90-х, да, бандитизм, воровство, развал всего на свете, то, конечно, да. У меня была первая мечта уехать из моего города, который я родился, и она в 17 лет осуществилась. Я был, несомненно, рад и горд собой, прежде всего, то, что мне удалось уехать из этой дыры. И да, это был первый шаг. И потом был следующий шаг, конечно, найти в себе силы и жениться. И потом, конечно, был еще следующий шаг был переезд в Германию, который не все согласятся сделать, потому что мы сделали его осознанно, у нас ничего не подгоняло. Ну, конечно, подгоняло все равно, потому что с той страны, с которой мы уехали, ее уже по факту нет на том месте, где мы раньше были. И поэтому возвращаться особо-то и некуда было. И это был тоже как фактор, который способствовал тому, что мы здесь остались и продолжаем грызть землю и карабкаться наверх. И знаешь, что самое опасное в такой ситуации? Что? Когда ты начинаешь считать себя хуже них. Ведь большинство иностранцев очень сильно страдают от синдрома самозванца. Это правда, избавиться от него тоже сложно, но нужно понимать, что мы не хуже, вы просто другие. И не нужно сравнивать себя с ними. Нужно сравнивать себя с собой,
год назад, 3 года назад, 5 лет назад. И не забывать о том, что мы со своей другой культурой, со своим другим бэкграундом, мы приносим свежий глоток воздуха буквально в эту страну или в любую другую страну. Взять, допустим, фирму, на которой я работаю. У нас тоже достаточно много иностранцев. Или сейчас я замечаю, что многие немецкие фирмы также нанимают иностранцев. Не только потому, что им можно зарплату меньше платить, но и потому, что мы приносим другой взгляд на работу. У нас есть свой опыт уже, опыт работы в другой стране. Это всегда большой плюс, потому что ты можешь смотреть на проблему под другим углом. Ты можешь видеть неочевидные решения какой-нибудь проблемы. И это всегда здорово. Всегда классно, поэтому, когда в команде есть не только одни мужчины-швейцарцы, да, здорово, когда есть и мужчины, и женщины, когда есть и швейцарцы, и другие национальности. Не потому, что мы все такие мультикультурные за это все, а потому что мы делаем очень хороший микс того, как можно решить проблемы. Все очень ответственно относятся к работе, и это действительно помогает двигаться дальше, на мой взгляд. Вся вот эта вот мультикультура, которая сейчас существует в крупных корпорациях, также, например, они, несомненно, от этого профитируют. Да. Ну, а считаешь ли ты, что мы не по своей сути, а с одной стороны, все-таки лучше, скажем так, европейцев или немцев в этом плане? Но в плане, как добиваться цели и умнее, что ли? Я считаю, что изначально ставить какую-либо нацию лучше, чем другую, это в корне неправильно. Мы уже знали в истории очень много примеров, к чему это, например, привело. Да? Вот, поэтому мы все по-своему хороши. У нас у каждого есть свои сильные стороны. Немцы в чем-то лучше нас, мы в чем-то лучше них. И поэтому вся эта комбинация очень хорошо работает. Поэтому очень важно знать свои сильные стороны. Конечно, мы, может, не настолько пунктуальные, как это такой миф, можно сказать, о немцах был. Мы не настолько можем серьезно, долго работать над одним делом. У нас больше, мне кажется, развита интуиция, и мы находим выходы из таких ситуаций, где кажется, что выходов просто нет. Можем собрать из палок какую-нибудь конфетку просто. Вот, и в этом, несомненно, тоже наш плюс. Поэтому, нет, я считаю, что мы не лучше, мы не хуже, просто как отдельный человек вам нужно знать ваши сильные стороны и чем вы можете их дополнить. Немцев, ваших коллег, например, и так далее. Поэтому сравнивайте себя только с собой и знайте, что им с вами тоже должно быть интересно. Но я, например, также знаю пример, что, как я уже говорила, вы никогда здесь не станете своими местными, да? Это нормально, наверное, очень сложно ожидать от людей, которые здесь привыкли жить, не знаю, своими поколениями. Когда они видят иностранцев, они все равно будут считать их иностранцами. У меня есть одна коллега в Швейцарии, она живет в Швейцарии уже 25 лет, уже большую часть своей жизни. У нее есть швейцарское гражданство, ей где-то 35 лет, скажем, приблизительно. Вот. И на ее предыдущей работе она сказала, что она ходила в горы тоже со своими коллегами, и начальница ей говорит: ну как тебе у нас в горах? И она думает про себя: что значит у нас в горах? Я же тоже швейцарка, я уже большую часть своей жизни прожила в Швейцарии, я с вами на равных работаю здесь. Я работаю также 40-42 часа в неделю, абсолютно у меня нет никаких послаблений. Но этот факт еще раз доказывает, что, как я сказала, мы всегда будем иностранцами. Поэтому не стоит на это обижаться, принимайте это как комплимент для себя. Знайте, что вы в чем-то, может быть, лучше, но точно не хуже, чем они. Да, то есть сравнивать себя с немцами — это как сравнивать жильца дома и хозяина дома. Наверное, можно так сказать. Либо это как сравнивать марафонца, который на 5-м километре или который на 30-м километре уже бежит. Да, главное, что не сойти. Нет, в данном случае важно, что вы вообще начали этот марафон. Да. В одном из предыдущих видео Ваня уже упоминал тот факт, что первое поколение иммигрантов очень часто зарабатывает меньше среднего.
а уже второе и третье поколение догоняет или зарабатывает намного выше среднего. Так вот, мы как раз то поколение, которое строит этот самый фундамент для своих детей, для своих внуков, которые будут жить уже совсем на другом уровне. Хотя и мы, надо признать, стараемся все-таки догнать, чтобы жить не ниже среднего, а все-таки Выше среднего. поднять эту планку для себя. Так и есть. Ну, я согласен, да, с этим, что все-таки, ну, мы прям полноценно уже, скорее всего, не будем жить, а вот наши дети, они будут, конечно, в расслабоне, потому что всю грязную, сложную работу сделали мы, и они уже будут, да, с знанием минимум 2-3 языков с детства самого, будут учиться в лучших школах, в лучших университетах, и, конечно, у них совсем здесь другой старт, то есть люди, учась в университете, да, уже ездят по обмену, даже в школе летают по обмену в другие страны, в Америку, в Италию, куда угодно, у них уже отличный английский, у них уже очень хорошая, сильная база в университете, университеты тоже узкоспециализированные. И вы просто стартуете, например, там, я не знаю, в 23 года уже с полным багажом знаний, с очень сильной зарплатой. И очень хорошо, если вам там родители подкинули денег на квартиру, например, там, или тот же первоначальный взнос. Это в любой стране хорошо. Ну, это да, в любой стране хорошо. Ну, что, например, в Германии хорошо, что университет здесь условно бесплатный, вы платите какой-то в полгода, там, грубо говоря, 300... Нет, не 300, это где-то 500 или 600 евро. Но это взнос даже не за учебу, а за административные расходы, проездной, там куда всякие, входит что вы в библиотеку. проездной. Ну, много, на самом деле, плюшек всяких, которые вы можете получить, когда вы платите за этот университет. И, конечно, для них уже дорога открыта, они, то есть, могут работать в Евросоюзе без ограничений и в других странах, например, в той же Америке, Латинской Америке и других странах. И поэтому, да, совсем другое, то, чем мы не можем похвастаться. То есть. Да, например, возможность работать в Швейцарии у нас появилась только после получения немецкого гражданства, потому что без специального рабочего разрешения, без условной рабочей визы могут работать в Швейцарии только граждане Евросоюза. Для остальных нужна специальная рабочая виза. Для нас нужно разрешение, но оно достаточно условное, оформляется просто удаленно, с заполнением нескольких бумаг. Да. Ну, в целом, наверное, Швейцария это плохой пример, потому что рынок там супер специализированный, узконаправленный, скажем так, и, конечно, они очень требовательные. Очень требовательные, и они за то, что они хорошие зарплаты платят, они ищут именно того и то, что им нужно. И поэтому, ну, в пример можно другие страны даже привести, если вам надоело, если у вас есть немецкий паспорт, или паспорт Евросоюза, вы можете работать в другой стране. Условно, если у вас есть польский паспорт, вы можете спокойно поехать в Испанию, работать в международной компании, если вас туда пригласят. Ну, или вы там найдете работу. Свобода есть у вас, конечно, но когда вы уже получите именно гражданство, паспорт с ПМЖ все-таки не так это устроено, нужно именно гражданство Евросоюза. Подведем итог. Подведем итог. Сравнивайте себя не с немцами, итальянцами, французами. Сравнивайте себя с собой предыдущими. Смотрите, какой гигантский путь вы уже проделали. Не нужно стремиться быть похожими на немцев или также на любых других европейцев. Вы сами по себе уникальны, у вас свой багаж знаний, у вас свой индивидуальный опыт, который сам по себе уже очень ценят. И все ваши качества, которые привели вас туда, где вы сейчас находитесь, они часто очень ценны в любой корпорации, в любой фирме, например. И часто тот путь, который проделали мы, либо любые другие мигранты, не каждый европеец сможет проделать на самом деле. И, например, раньше можно было это очень хорошо проверить, где вы находитесь, на каком этапе в жизни и как далеко вы продвинулись, просто поехав к себе домой. Это очень было раньше контрастно, ну, когда можно было ездить спокойно обратно. То есть вы приезжаете туда, и вы понимаете, что
да, вы уже там чужой человек, потому что вы на много уровней уже выше находитесь от того человека, кем вы были раньше. То есть вам уже не нравится устройка, как там все работает, дороги, как там все расхлябанное, раздолбанное. Ну, да, кроме там какой-то еды, каких-то сервисов мелких, больше, наверное, ничего отметить нельзя. Вот эти все провода висящие и так далее и тому подобное. И вы просто понимаете, что, да, как я далеко ушел. Ну, просто я могу это сравнить. Вот после 2 лет я вернулся домой и там, ну, мог иметь счастье немножко поработать. И я вам скажу, конечно, обратно переучиваться даже спустя 2 года, да, под всю обратно эту систему, системы, где все идет по полочке, можно сказать, бюрократично, да, где вам все надо один пункт за другим сделать, все, и вы его сдали, открыли, и на все это забылось. А там постоянно что-то меняется, переделывается, каждый год что-то новое, все, они никак не могут найти эту систему. Вот, например, в Германии, да, я когда сюда приехал, у меня тоже такое в голове было, надо вот это поменять туда-сюда, что-то суетиться, бегать. А потом я понял, что немцы на каждое ваше, что вы там бы не придумали, или как вы бы не хотели обойти систему, у них уже есть свой способ. На самом деле вы такие задумаетесь, ну какой же это бред. А потом только подумав немного, ну да, в этом есть логика определенная, а как там по-другому сделаешь, а никак. И, ну это, к примеру, Германия. И по поводу техосмотров и бюрократии так называемой и всего-всего на свете, ну, просто они сделали систему, которая работает там не год и не 2, она работает уже, наверное, 100 лет, более 100 лет. И оно работает. И в этом плане, конечно, даже если вы хотите какой-то бизнес здесь, например, в Европе или особенно в Германии заводить, но это очень сложно, потому что многие фирмы имеют уже свою историю наработанных клиентов, они работают и по 50 лет, и по 100 лет, и по 150, и по 300, и какие угодно. В общем, множество фирм, да, взять тот же Volkswagen, который на рынке там 100 лет находится, то, ну, как-то сопоставить себя, там, врываться на этот рынок со своим продуктом, ну, невероятно сложно. Ну, хотя, как мы знаем, есть прецеденты, да, которые все раньше не думали, как может Nokia обанкротиться там, и мы не будем когда-то пользоваться телефоном Nokia или телефоном Siemens, да, у всех было Motorola, Siemens, Nokia. Были 3 телефона, которые никто не думал, что они когда-то уйдут с рынка, но, тем не менее, конечно, они ушли. Времена меняются, все меняется. Все меняется, да, эти все фирмы, они остались на рынке еще, но очень сильно ушли в другую сторону, да. Даже Nokia делает там 5G вышки, Siemens, они углубились больше в электричество, в индустрию, скажем так. А Nokia, ну Nokia тоже, не Nokia, а Motorola. Siemens моторы также выпускает, да, например, для машиностроения. Да, да. Не автомобилестроения, а машиностроения. Ну да, все эти фирмы, в общем, перепрофилировались. Ну то есть, если у вас есть багаж знаний, есть инженера, есть, вы можете в любой момент перепрыгнуть это все. Поэтому, да, и поэтому нет никакой разницы, если у вас большая фирма или у вас есть что-либо другое, почему вы не можете так же сделать. То есть все зависит от вас, скорее всего. Взять элементарный пример, когда после 22 года сюда приехало очень много наших специалистов с бьюти-индустрии. Все знают, что в Европе и вообще по всему миру бьюти-индустрия намного отставала от наших восточноевропейских стран, от Украины, России, они были прямо на порядок ниже. И когда приехали наши специалисты, многие открыли какие-то салоны красоты, много стало стилистов, парикмахеров, визажистов, мастеров маникюра. И они пользуются большим спросом, потому что они предлагают сервис на совсем другом уровне и качество своих услуг. Поэтому знаете, в чем ваши стороны, применяйте, внедряйте их и покажите другим, что вы умеете и что вы в чем-то даже лучше их. Да. И обязательно делитесь в комментариях, было ли у вас такое, что вы хотите вот стать местным, что вам кажется, если вы вот не будете носить такую фирму одежды, как они, если вы не будете разговаривать без акцента, то вы без конца будете будто ниже их, будете постоянно казаться для себя
будете с синдромом самозванца, вас будут считать совсем иностранцем, с вами не будут считаться. Было ли у вас такое? Что вы думаете по этому поводу? И, может, удалось ли нам немного изменить вашу точку зрения после этого видео? Да. Спасибо большое, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами была IG Daily, всем пока. Пока!